Здравствуйте всем! Сегодня хочу поделиться впечатлением от использования усилителя для наушников Topping L30. Также в данном ролике я высказываю исключительно свое мнение. И начну, наверное, с того, что решил я улучшить свой звуковой тракт для наушников. По сути, меня и так все устраивало. Слушаю я музыку через стационарный усилитель Pioneer A717. Это настоящий 100-вольтовый японец. И на удивление, у него очень хорошо реализован выход на наушники. Но об этом подробнее я остановлюсь далее. Но, как говорится, нет предела совершенства, и я озадачился выбором усилителя для наушников. По сути, я являюсь человеком, который не привязан к брендам. И для меня важна больше схемотехника устройства внутри. Ну и поскольку я не являюсь сыном олигарха, естественно, цена играет немаловажную роль также. Поэтому, пролистав, что продается в данный момент в магазинах, я сильно удивился и начал свои поиски на просторах AliExpress. Сразу немного поясню. Я достаточно давно увлекаюсь звуком, но я не электронщик и не профессионал. Но паяльником, в принципе, владею нормально. Это я к тому, что покупая не брендовую аппаратуру, а сделанную китайскими энтузиастами, как правило, ее иногда приходится дорабатывать. Это, конечно, не обязательно, но желательно. Так я покупал платы ЦАП на Sabre 9038 Pro и немного дорабатывал. Особенно это касается АК. Но это совершенно другая история. Итак, вначале на мой выбор пало два усилителя. Это реплика аудиотехники H5000 и реплика усилителя Lyman. И вот я постепенно шел к цели. Пока как-то на просторах Ютуба не наткнулся на ролик с обзором на Topping L30. Человек с экрана был очень доволен данным девайсом. Рассказывал, что этот усилитель отлично передает весь частотный диапазон, а также имеет честный неокрашенный звук, то есть не вносит в звуковой тракт отсебятины. Меня это очень заинтересовало, ведь это именно то, что я искал – звук без окраса с хорошими тембрами. Также я решил все-таки это заводское устройство, как бы вроде брендовый девайс. Я, конечно, поискал еще обзоры в интернете на Topping L30. Было еще парочку отзывов, но в принципе ничего плохого про него не говорили. Как итог, заказ был сделан. Продавец, кстати, отправил заказ моментально, и усилок пришел быстро. Итак, по порядку. Сразу скажу, итоговое мое мнение было сформировано по прошествии 4 дней прослушивания. Так, чтобы у девайса было время на прогрев. Источником были компьютер с установленным плеером Fubar и выводом через плагин ASIO. Кто бы что ни говорил, но этот плагин дает самый честный звук. Второй источник – это стриминговые сервисы. Вывод на базе микрокомпьютера Biglibon. Все сигналы от источника шли на транспорт Amanera или же на XMOS U208. Все зависело от моего настроения. И преобразовывало все это два моих ЦАП. Первый это Sabre 9038 Pro с комплектом гибридных операционных усилителей Alpha и различными связками, такими как Muses 03 и Alpha 402, студийный дискретный операционный усилитель от Sparkos Lab SS2590 совместно с Muses 02. И еще различные другие операционные усилители. Вторым преобразователем был ЦАП на АК-4490 с операционными усилителями, такими как Muses 02, LME 49860 и NE 5532, взятые как эталон самого нейтрального звука. Правда, NE-шки я использую от Philips или Signetic. Наушники у меня две пары. Это Sennheiser HD 280 Pro, которым уже лет 10, наверное. И я уже не раз менял им амбушюры. И аудиотехника M40X. Теперь звук. Что хочу сказать. Сам звук прозрачный, с вполне хорошим разделением.
и достаточно ровный, но в узком диапазоне частот. Первое, на что обращаешь внимание, звук какой-то бедный по тембрам. Прорисовка в глубину посредственная. Низкие частоты захватывают только самый край суббаса, и основной упор сделан на мидбасовой области. А вот высокие частоты сильно упрощены. Они прямолинейны, и в них нет воздушности, как бы живости. За счет этого ощущается недостаток объемности. Что касается середины, то она в принципе ровная. В общем, звук ощущается худым и бледным. Что касается усиления сигнала. То оно вполне нормальное. Хотя ближе к максимуму в среднем положении переключателя усиления чувствительности есть то ли клиппинг, то ли искажение, но в принципе громкости хватает, но она не запредельная. И что я хочу сказать в завершении. По мне, цена не соответствует звуку. Я был неприятно удивлен, что отдельный усилитель за достаточно немалые деньги по факту играет кратно хуже, чем просто выход на наушники с усилителя 1987 года, который по наполненности и проработке тембров, а также по честности звука, просто не оставил шанса этой коробочке. Итог: Topping L30 отправился обратно в Китай. Благо у продавца была опция бесплатный возврат. Как-то так. А я двигаюсь дальше. Всем до скорого.